Всем привет! Сегодня будем изготавливать пауэрбанк в подарок женщине. Сейчас это, пожалуй, самый актуальный подарок. По электрической части все просто и разжевано в куче роликов. Просто покупаем готовую плату для пауэрбанка и нужное количество аккумуляторов. Припаять нужно только два провода, плюс и минус, там трудно ошибиться. Гораздо сложнее сделать аккуратный корпус для устройства. Корпус будем изготавливать из ясеня. Кстати, именно так обычно и происходит обработка на станке по дереву. Из-за насадки для аспирации ничего не видно, но зато стружка отсасывается прямиком в ведро. Для наглядности насадку обычно снимают. Сейчас происходит фрезеровка верхней крышки. Эта деталь гораздо важнее нижней крышки, так как здесь будут размещаться окно для экрана и все разъемы. В принципе, больших проблем с управляющей программой у меня не возникло. Померил размеры аккумуляторов, платы с разъемами, их взаимное расположение и перенес в программу. Единственное, это выбрать направление волокон древесины и уменьшить скорость обработки и заглубления фрезы при проходе возле мелких деталей, чтобы они не откололись. Вот такая крышка у меня получилась. Как видите, ничего не откололось. И вот так будет устанавливаться плата. Правда, скажу честно, что в размер я попал со второго раза. Чтобы не дышать пылью, поставил насадку обратно и фрезерую нижнюю крышку. С ней проще некуда, это просто маленькая корыца. Кстати, детальки получаются довольно легкие. Плотность АБС пластика, из которого обычно изготавливаются корпуса, 1040 кг на метр кубический, а плотность сухого ясеня примерно 720 кг на метр кубический. Толщина стенки у меня больше, но сам материал легче. Да и вообще доля корпуса в общей массе устройства едва ли доходит до 10%. Так что особого проигрыша по массе у меня нет. Толщина боковых стенок 5 мм, со стороны портов 3 мм, а верхняя стенка вообще 2,5 мм. Решил добавить еще один дополнительный разъем для зарядки Powerbank. Нужно просверлить под него отверстие. Переходим на маленький станок, на нем удобнее крепить деталь. Снимаю сразу 7 мм. Чуть-чуть промахнулся с началом координат и пришлось потом в ручном режиме убрать эту полоску в полмиллиметра. Фрезеруем сначала до середины, потом переставляем и дорабатываем. Деревянным кирпичом перед подругами не похвастаешься, нужно сделать что-то красивое. Вырежем в углублении маленькое панно. Параметры фрезы такие же, как и в прошлом видео, шаг фрезы 3 сотки. Кстати, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Ролик, мне кажется, интересный, а просмотры мизерные, и не забудьте лайк поставить. Те же, кто смотрел, поймут, что качество детализации здесь будет очень высокое. В конце идет прямой участок, поэтому увеличил скорость. Нужно убрать ворс. Вот такой букет получился. Специально делал рельеф углубления, так он более защищен. Диаметр панно всего 60 мм, но заметны даже минимальные детали. Осталось сделать кнопку включения, и здесь нам поможет ось 70. Из-за шляпки он никогда не выпадет из корпуса. А это чтобы кнопку было удобнее нажимать. Красим там, где потом уже не добраться.
Все компоненты будем клеить на термоклей. Аккумуляторы паял быстрым и ловким движением с помощью мощного паяльника и кислоты, остатки которой потом нейтрализировал пищевой содой. Вклеиваем дополнительный разъем для зарядки. Я его планировал для подключения небольшой солнечной панели на 4,5 Вт. Должно было быть устройство, похожее на ноутбук, с солнечной панелью вместо экрана и нишей для павербанка. Но так как дело идет к зиме, то толку от этого устройства будет немного. Поэтому, скорее всего, это будет подарок на 8 марта. Склеиваем две половинки. Как говорил мне один электрик, паяет провода тот, кто не уверен в своей скрутке. Так и я понадеюсь на свою пайку. В любом случае, если что-то внутри отвалится, то ремонтировать придется мне. Выходит, это единственный в мире павербанк с пожизненной гарантией. Осталось только покрасить и залить окно экрана эпоксидной смолой. Ну и вот конечный вид устройства. Как по мне, выглядит неплохо. Если вам тоже так кажется, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, подарок уже активно работает. Всем пока!